Всем привет, друзья! Итак, в этом видео речь пойдет о первом в моей жизни 4К мониторе. Причем это, знаете, не просто обычный 4К монитор, что продается буквально везде, вы об этом знаете, а это 27-дюймовый IPS Mini LED экран на 144 Гц с поддержкой G-Sync и со встроенными, внимание, динамиками, что большая редкость в 2023. Одним словом, в этом дисплее есть все буквально, что нужно не только для игр, но и для работы с фото и видео. По сути, это универсальная модель от известной компании Thunder Robot. И это новая серия мониторов Silver Wing, что в переводе значит серебряные крылья. Так что как-то вот так. Скажу сразу, это не рекламное видео, я просто попросил у компании дать мне чисто на обзор для контента что-то предельно современное, что можно показать зрителям. И да, я знаю, такие вещи имеют явно локальную узкую направленность, и всем нужно видео про китайские мониторы, скажем, по 8000 рублей. Но хочется, понимаете, чтобы видео смотрели не только ради бюджетных железок, а и как-то вот заинтересовать остальных людей. В принципе, в современном мире не все сводится к тому, чтобы купить дешево, и самое дешевое. Есть и современные новинки, конечно же, да и самим зрителям, и мне тоже в том числе нужно все-таки стремиться к более качественным продуктам, иначе всю жизнь будем с вами собирать компьютеры по 20 тысяч и запускать игры на 1050 Ti. Ну, короче, я думаю, вы поняли, о чем я. И, кстати, насчет игр, я не зря взял для видео именно этот монитор. У меня появился таки нормальный, наконец-то, современный компьютер, прямо по всем понятиям современной, с видеокартой 10.3, то есть 4070 Ti и процом 13600K, потому что в 4К смогут себе позволить запускать игры только люди с мощным компьютером, примерно там за 150-200 тысяч. Так что да, монитор за 80 тысяч рублей для них в целом, ну, такая, скажем, подъемная цена. Если серьезно, то это лучший из экранов, что я встречал пока что в своей небольшой жизни. Были разные мониторы у меня на видео, причем немалое количество, но вот с мини-LED матрицей IPS и поддержкой G-Sync в 4К еще как бы у меня опыта не было. Комплектация монитора, я думаю, вы уже заметили, особо не отличается от собратьев. Есть в наличии, значит, у нас всевозможные провода, плюс очень полезный USB-C и USB-AB, чтобы подключить правильно MacBook и любой ноут через Type-C. Сама же мощность зарядки при этом по Type-C 90 Вт. Но самое интересное, монитор комплектуется довольно крупным блоком питания мощностью, внимания, до 240 Вт. И это не удивительно, ведь монитор имеет безумный запас яркости и множество там всевозможных фичей, вроде там G-Sync, Adaptive Sync, плюс еще у него есть подсветка на тыльной части, да и сама матрица в 4К явно съедает больше энергии, чем обычные, скажем, Full HD мониторы. Все детали монитора при этом сделаны недешево, качество пластика на достойном уровне, и сборка монитора занимает у меня лично примерно 2 минуты. Просто подсоединяем ножку на защелку к дисплею и далее прикручиваем нижнюю часть этой же ножки на 3 винта, и на этом как бы все. Ничего лишнего, только все самое важное. И в собранном виде монитор имеет явно узнаваемый вид. Далее я немножко решил, скажем так, пошатать монитор на столе, чтобы проверить его устойчивость, покрутить его в разные стороны, и, судя по всему, монитор можно вращать во все стороны без проблем. Что насчет экрана, то здесь используется, еще раз повторюсь, передовая версия IPS матрицы Mini LED. Это более точная цветопередача, более высокая яркость и контраст, чем в стандартной IPS. А значит, в этом плане, по идее, мы получим эталонную картинку среди всех 4К мониторов с высокой герцовкой. Обычно все они идут с матрицами VA, возможно, в лучшем случае это IPS, но тут пошли дальше в Thunder Robot и поставили Mini LED матрицу, что приближает качество картинки, ну, почти вплотную с OLED, но более контрастно и без проблем с потерей яркости в будущем. При этом точность цветопередачи равна значению DA меньше 2. Для тех, кто в курсе, те понимают, насколько это важный показатель. Ну, в общем-то, да, матрица IPS, я знаю, не очень нравится свидетелям клуба неглубокие черные, и в этом плане дешевая VA выдает более черный среди всех остальных черных цветов. Но я не вижу в этом проблемы, как по мне. Наоборот, мини-LED матрица имеет куда больше преимуществ, чем там более глубокий черный. Еще раз повторюсь, я не видел еще в своей жизни, именно на своей практике, более правильной картинки и более сочной, ярче, чем на этом мониторе. И это действительно не преувеличение. У меня дома сейчас и на студии примерно 5 разных мониторов, и они рядом даже не лежали с этим экраном. Точнее, они тоже по-своему интересны, и цена у них там у всех довольно доступная, но как ни крути, им очень далеко до этой модели буквально по всем параметрам. Далее, что насчет игровых возможностей, то первое, на что я сразу обращаю внимание, это Ghost эффект, и очень
часто я наблюдаю его в различных мониторах и по 15 тысяч, и по 115 тысяч. И в нашем случае, слава богу, такой проблемы я не заметил. Я даже задумался в будущем, возможно, себе взять такой же монитор, вот именно купить, потому что скорость матрицы и полное отсутствие жвачки в картинке, это прям, ну, знаете, очень важно именно для игр. Плюс к этому у Моника есть, внимание, поддержка G-Sync Compatible, то есть совместимый с G-Sync. Я не знаю, как это объяснить зрителям на пальцах, что такое G-Sync, но если вкратце, то это, скажем так, представьте себе, что у вас постоянно включена вертикальная синхронизация, и при этом она не влияет на фреймрейт, но движение картинки плавное, точнее цельность всего изображения на экране без привычной ломки на текстуры. Ну, я думаю, вы замечали такой эффект уже в своей жизни однозначно. Так что теперь я буду точно помнить, то есть вернувшись на обычные мониторы, что есть в этом мире G-Sync, и это не будет давать мне никакого покоя. Однозначно очень полезная штука для запуска игр. Ну и самое важное, конечно же, само собой, это 4К на 144 Гц. Это мечта любого геймера. Единственное, что стабильные 140-150 FPS в 4К под эти 144 Гц довольно сложно получить даже на 4070 Ti. Ну, это как бы в принципе возможно, особенно с включенным DLSS, там, скажем, баланс или производительность, и на 27 дюймах в 4К по сути незаметно там замыливание от DLSS. Очень высокая плотность пикселей плюс очень детализированная картинка, и чтобы нормально видеть все мелкие буквы, нужно сидеть, ну, скажем так, прямо довольно близко к монитору, буквально там в полуметре. Даже у меня с почти идеальным зрением, даже для меня 4К на 27 дюймах заметно непривычно, и мелкие объекты бывали, ну, сложно вообще заметить, очень уж довольно мелко. Короче, к этому монитору нужно действительно привыкать. Слишком немало новшеств, которые я лично впервые вижу в своей жизни. После широких мониторов, там, скажем, 21:9 с закрученными экранами, за которым я сидел последние пару лет, для меня теперь нужно время действительно, чтобы научиться воспринимать картинку в таком формате в 4К. Так что буду пользоваться, буду привыкать. Пока что монитор остается у меня на время, на некоторое время, и для зрителей я обещал, что оставлю ссылочку в описании под этим видео на монитор. Кому интересно, переходите, смотрите, и самое важное, по промокоду SHELEST10 будет скидка для вас в 10%. Я на этом уже, наверное, буду заканчивать. Напишите в комментариях, какие еще мониторы вы бы хотели увидеть в будущем в обзорах на канале, и это будет мне интересно знать, о чем же снимать уже через некоторое время. Всем еще раз я желаю, конечно же, не болеть, и увидимся уже очень скоро. Всем удачи, пока-пока.